А жить когда? Вот чтобы не было вот этого разочарования, знаешь, в будущем. Я источник всего, что происходит в моей жизни, да, и свою структуру, и то, кто есть ты не поменяешь никак. Не будем вдаваться в подробности моей личной жизни. Самое главное, если ты счастлив, это самое главное. Которые слушают, скажем, инстасамку. И немножечко с того самого. Вообще конфликт это неплохо. Привет, Кать. Привет. Это будет попиздеть тайм. Что бы ты хотела о себе рассказать, чтобы для будущего контекста, чтобы, может быть, люди, которые нас посмотрят, я надеюсь, знали, кто ты, что ты и что ты делаешь? Мне кажется, послушав человека, можно уже понять, сделать для себя выводы, откликается мне этот человек, его мысли и ценности или нет. О чем бы хотелось, что что в этот момент, наверное, тревожит? Ну и так как ты мне накинула тему саморазвития и как в нем не утонуть, если сократить, наверное, версию, то, собственно, вот и давай начнем. Давай. Как не утопить себя в саморазвитии и при этом вообще заниматься им, наверное, да? Мне кажется, такой, это сложный вопрос для меня. Не знаю, мне кажется, очень сложный вопрос. Я думаю, что здесь нужно ориентироваться на внутренние ощущения, потому что, вот я часто в своей работе слышу, не только в работе, в общении я слышу вопрос, типа, а жить когда, да, то есть тут психотерапия, тут там, я не знаю, убери блоки, тут еще что-то, а когда жить? Но, собственно, нужно жить. Это приоритет, это первостепенно, а все остальное вторично. И у каждого психика разная, да, то есть чья-то психика, она готова идти в глубину, она готова, не боится, да, каких-то темных сторон и заходить глубже и работать с собой. А кто-то этого боится, кто-то это блокирует и всячески отрицает. Ведь мы тоже знаем примеры, не будем показывать пальцем, да, кто говорит, да, у меня все хорошо. Ну, правда, у меня все хорошо. Мне не надо вообще ничего, у меня все нормально в жизни. Это не для меня. Но при этом нет, я действительно говорю сейчас, не персонализирую, да, при этом вот если мы смотрим на некоторых людей, которые не идут, допустим, в терапию или не занимаются саморазвитием, и вот мы смотрим и думаем, ну как-то же они живут, а наши родители же как-то жили и не лезли в это вообще, да, никто к психологам не ходил, ну как, и вот тут вот самое ключевое, это как-то, то есть жили как-то, и я уверена, что любой человек, если так подумает, как жили родители, взаимоотношения родителей, взаимоотношения родителей со своими родителями, то есть с нашими бабушками, дедушками, там можно найти очень много, нездоровых, скажем так, ам, паттернов, что ли, поведения. Искал какое-то русское слово вместо паттерна, но не нашла. Да, то есть очень часто люди действуют из того, что должно. Вот так вот мы должны. Мы должны перед родителями, а родители должны перед своими родителями, и все всем должны, а дети должны, и мы детям должны, и мужу должны. И, по сути, человек, не испытывает счастья. Вот. А мне кажется, самое главное, на что мы должны ориентироваться в этой жизни, насколько я счастлив сейчас, в данный момент. И если мне лично доставляет счастье саморазвитие, и это реально то, от чего я кайфую, бывает устаю и делаю паузы, но я кайфую от этого. И я в это иду. Если человек от этого не кайфует, и он живет своей жизнью, и ему ничего не надо, как бы it's okay, да, мы же никого не заставляем, как ты сказала. Нет, мы никого не заставляем, но я думаю, что, как бы каждому, абсолютно каждому свое. Я все больше замечаю, что люди как бы, причем, как бы и навскидку я все время там, да у меня особо, я никого не знаю, а потом так начинаю думать, тот, еще куча людей, оказывается, я так много людей знаю, и очень много людей ушли в какие-то вот в эти направления. Кто-то просто с собой занимается, кто-то параллельно там занимается коучингом, учится и так далее, и так далее. И я так думаю, в принципе, что одно дело есть, это, конечно, стало модно, но как вот если взять самый такой банальный, мне кажется, пример, я и память это, вот я не знаю, есть
что-нибудь проработать память. Блиновской, вот все эти марафоны всем известные, отпускать шарик с желанием в небо. И в чем, наверное, проблема вот этого всего инфо-цыганства, это то, что люди думают, что я сейчас сяду на жопу ровно и отпущу шарик, и все будет классно. А вот те как раз люди, которые в это идут, потому что у них возникает потребность, видимо, какая-то, и это не просто, что я там модно хочу, а кто-то приходит к этому, исходя из каких-то жизненных ситуаций, жизненных обстоятельств, и думает, что, ну, так же, как и я, да, там, я поняла, что что-то надо менять, что-то по-любому не так происходит в моей жизни, потому что, ну, я не могу из этого выбраться. Значит, надо поменять свое, наверное, мышление, попробовать как минимум. Ну и, соответственно, с этого все и начинается. И так и я думаю, что люди, которые в это приходят, но есть многие люди, которые в это уходят прям там, не знаю, прям очень сильно, очень глубоко, занимаясь там с 28 кураторами, психиатрами, психологами, там, аюваски, не знаю, что у них там все это и есть. И вот ты сама как думаешь, нету вот и в этих каких-то частичных, глубинных каких-то проработках и поисках себя иллюзорных каких-то моментов, которые могут просто, ну вот они просто возникают, потому что человек уже просто не видит, теряет связь немножечко с реальностью от того, что он постоянно что-то ищет в себе, постоянно что-то в других ищет. Ну, возможно, да, но тут нужно смотреть очень индивидуально. То есть очень индивидуально нужно смотреть, да, потому что, но все-таки мы же не можем, вот когда ты говоришь, когда люди уходят, да, там, в самопознание и так далее, то есть тут надо понимать, у меня такая миссия, я туда ухожу и осознанно отрекаюсь, например, от внешнего мира реального, или у меня миссия, я, допустим, открываю свою школу или еще что-то, ну, вот по типу Блиновской, да, и у меня там миссия, ну, это мы так очень берем ее поверхностно, да, это самый первый пример. Я открываю свою школу, и моя миссия в том, чтобы как можно больше людей становились осознанными. Это один момент. А если человек вот уходит в это саморазвитие, но при этом он отрекается от семьи, от родителей, от работы, и вот не трогайте меня, я прорабатываю все это, я когда проработаюсь, я к вам вернусь. Вот это неправильно, да, и это немножко, ну, я не думаю, что это иллюзия какая-то, ну, хотя, может быть, и иллюзия, да, но человек думает, что вот когда он проработается, потом, только потом он сможет строить отношения и так далее, и так далее. А это неправильно, потому что ну, как бы я источник всего, что происходит в моей жизни, да, и, соответственно, все мои люди вокруг — это мои учителя, и нужно, наоборот, контактировать, да, и они иногда делают больно, не намеренно, это они неосознанно делают больно, они просто как бы давят на твои какие-то болевые точки, которые ты, как бы, раны, которые ты получил там в определенном возрасте. И, собственно, ты правильно сказала, да, то есть почему тот или иной человек обращается к помогающим профессиям или идет куда-то на какой-то курс, когда уже это пространство тебя очень сильно сжало, да, то есть если тебя сильно сжать, куда вот просочиться это все, да, наружу. И у меня было точно так же, да, когда я понимала, что, ну, я так больше не могу, то есть у меня не просто было такое состояние, что я так больше не могу, у меня было реально ну, состояние, что я хотела уже вот из этой жизни уйти, настолько мне было тяжело. То есть я не знала, как справляться вообще со своим факапом каким-то в жизни. И мне нужен был человек, реально человек, который мне поможет. Ну и ты правильно сказала, подмечу твои слова, ты сказала, каждому свое. Кто-то пойдет в церковь, кто-то пойдет к батюшке поговорить, кто-то пойдет, я не знаю, там, к подруге и выпьет вина, и они поговорят, об этом станет легче. Я понимала, что я не хочу уходить в какие-то состояния, да, и глушить свою боль, там, я не знаю, наркотиками, алкоголем или чем-то еще, да, и я пошла вот в психотерапию. Это был первый раз, когда я с ней соприкоснулся, это далекий там для меня уже далекий 2015 год. Вот, и когда я пришла, и когда меня спросили, какая там цель и так далее, и я сказала, что, ну, я хочу жить. То есть, понимаешь, то есть ты не приходишь с целью, там, мне нужно много денег, машину или замуж. Я говорю, я хочу жить. То есть я понимаю, что я уже на такой грани, когда жить не хочется, а я хочу жить. И поэтому мне нужно сделать все, чтобы я жила, чтобы я осталась жива. То есть здесь
такая вот острая была уже необходимость у меня. Ну, наверное, я ушла от твоего вопроса куда-то далеко. Ну, в общем, Ну, в этом и смысл, наверное, всей нашей беседы, что мы от одного переходим плавно к другому. Но когда ты работаешь над собой, ты даже не только меняешь, не прям меняешь себя, то есть ты остаешься собой, просто ты убираешь те, наверное, какие-то моменты, почему, ну вот многие там боятся, да, там или там те же наши родители, они не понимают, зачем вообще это было не модно, и вообще к психологу ходить было стыдно. Ты просто как бы по-другому, по-другому смотришь на мир и убираешь из себя весь этот мусор. А, мгм. и тебе, наверное, со временем, когда ты убираешь какие-то слои, тебе ну, вот совсем другой мир открывается, но при этом ты, ну, как бы, мне кажется, свою структуру изначальную, наверное, вряд ли меняешь. Как тебе кажется? Ну да, ты себя, свою структуру и то, кто есть ты не поменяешь никак. Но тут дело в том, что себя же можно раскрыть иначе. И как раз-таки человек, который занимается саморазвитием, он убирает шелуху, вообще все то, что ему мешает раскрыть себя. Есть люди, которые, ну, в определенном, наверное, возрасте, они чувствуют свой огромный потенциал, они понимают, что блин, я столько всего мог бы. И вот это сослагательное наклонение, не знаю, как вот по твоим родителям, да, по моим родителям могу сказать, что да, очень часто используется, да, что вот надо было бы мне, да, там, допустим, там 30-40 лет назад мне надо было делать вот это, или не надо было бы мне вот это делать, и все, вот они все сожалеют, да, так или иначе о своем там, о своей молодости, о каких-то там совершенных или несовершенных действиях. Поэтому, вот чтобы не было вот этого разочарования, знаешь, в будущем, нужно убирать вот эту всю шелуху сейчас. Под шелухой я как раз-таки имею в виду какие-то сорняки, которые препятствуют и мешают человеку идти в свою суть, да, и раскрывать эту суть вообще миру. И чувствовать себя счастливым, конечно, при этом. Поэтому, потому что, ну, опять же, я уже говорила, да, повторюсь о том, что самое главное, если ты счастлив, это самое главное. Если тебе ну, как бы, если вот мы спросим поколение старше, да, наших родителей, если они счастливы, то зачем им куда-то идти и что-то менять? Другой момент, что если они несчастны, но при этом они не хотят понимать то, что им нужно работать с собой, да, и они начинают обвинять все. И, кстати, обвиняют они не только там, допустим, какие-то обстоятельства свои семейные или наличие, наличие или отсутствие детей, мужей и прочее, да, они же очень часто обвиняют систему, в которой мы живем, да, там, политическую систему, там, я не знаю, религию, воспитание, в общем, все что угодно. Ну, вот так. Но, само саморазвитие тебе помогло, как ты считаешь? Вот в чем, точнее, оно тебе помогло? Что оно тебе дает? Слушай, в чем оно мне помогло? Ну, если брать, знаешь, вот, ну, глобально вот так вот подумать, да, за почти уже 10 лет, конечно, оно мне, во-первых, помогло увеличить, наверное, какое-то чувство собственного достоинства, скажем так, да, и тут даже не то, что уверенность, да, уверенность это туда входит, но вот именно чувство собственного достоинства и понимание того, что чего я достойна в этой жизни. А уже отсюда пошли какие-то, ну, скажем, там, плюшки, да, в виде того, что я там открывала там студию английского языка, в виде того, что я, ну, я считаю, вышла замуж за достойного человека, хотя таких предпосылок не было, знаешь, то есть, если так не будем вдаваться в подробности моей личной жизни, вот, но и как бы я считаю, у меня хорошая, достойная семья, и это вот это все результат. Вот, ну, это вот в целом, если говорить про, конечно, Но, то, с чем я пришла. Мгм. если сейчас вот так вот прям резко у меня мысль возникла, что вот люди, которые в принципе не занимаются и думают, что, ой, все, короче, нафига идти искать, что там меня в детстве обидели, что за фигня, а при этом смотрят в Инстаграме и все вот эти вот счастливые семьи, которые там, или счастливые успешные успехи, вся вот эта вот история, Мгм. Мгм. успеха, и, ну, и они сидят и как бы, соответственно,
фрустрация происходит, что вот она смогла, вот я сейчас тоже вот так сделаю, вот так смогу, при этом как бы забывая про какую-то огромную работу, которой весь этот успешный успех, если он действительно успешный. Но вот как раз-таки в Инстаграме так легко показать успешный успех, не имея ничего, и вот Мгм. люди в этом тонут и начинают на это вестись, и начинают пытаться это тоже как бы показать. И, может быть, даже у них это в Инстаграме, наверное, и выходит, или там в любой другой соцсети. А, ну, а по итогу ты как раз, наверное, и тем самым теряешь себя. Потому что, Мгм. а что толку? И вот в этот момент, как ты думаешь, можно ли отличить на самом деле человека вот в соцсетях, не зная человека лично, ну или там как-то очень коротко общаясь с человеком, можно ли брать пример с этого человека или как бы можно ли смотреть и прислушиваться? Потому что, мне кажется, самое печальное, что люди просто вот это слушают и верят этому. И ты думаешь, блин, ну почему? Можно ли отличить? Ну, тут надо, знаешь, вот именно вопрос задавать: "А зачем?" Да, то есть зачем, кого-то слушать, зачем отличать. Вот зачем отличать? Вот если я, ну вот условно, если я хочу кого-то слушать и с кого-то брать пример, и мне этот человек нравится, я буду его слушать и брать с него пример. Но при этом мы же не забываем, что взрослый человек, у него есть критическое мышление. И все, что я потребляю извне, да, будь то книги, будь то подкасты или там вот какие-то люди, за которыми я наблюдаю в Инстаграм, ты же подвергаешь это критическому мышлению. То есть ты что-то тебе откликается, что-то нет, что ты говоришь: "Да, вот это я возьму в свою жизнь, это круто, мне это нравится. А вот это я, пожалуй, вам оставлю". Ты знаешь, я даже вот помню, свой опыт проживания в Америке, когда я тоже вот какие-то вещи брала для себя и говорила: "Блин, вот было бы круто, если бы у нас в стране вот было бы вот это вот так". Там, я не знаю, условно, там соблюдение дистанции в очереди, понимаешь? Вот это то, что я очень сильно уважала вообще в Америке. А какие-то вещи, которые мне, ну, никак не сопоставляются с моими ценностями внутренними, да, они как бы, я такая типа: "Нет, это вы оставьте себе, это мне не надо". Вот, и поэтому здесь важный вопрос, чтобы научиться слушать себя. Вот, потому что другой момент, когда мы говорим примерно, допустим, о подростках, которые слушают, ну, скажем, инстасамку, и у них, наверное, еще, может быть, не развиты вот эти ценности, и они вот, ну, идут и слепо чему-то верят, и вот как-то им очень легко, мне кажется, попасть под это влияние, не всегда положительное. Ну, вот это и, если раньше говорили, попал в плохую компанию, то сейчас вот просто если не окрепший ум и не окрепшая психология, как, я понимаю, что человек все равно, если он еще не совсем готов, он может, очень сильно тем самым себе навредить даже будучи не обязательно, наверное, подростки, а там типа когда 16-18 лет, когда ты уже, по сути, взрослый человек относительно. И ты, это слушаешь. Но и вот это касательно критического как раз-таки ума. Я думаю, что это, к сожалению, ну, у многих я вижу его как раз-таки почему-то нет. С чем это связано, я могу предполагать, но вряд ли точно знаю. То есть мы тут ну, по крайней мере, я точно не профессор, и, это мои гипотезы, касательно каких-то идей, не идей. Но, в какой-то мере, наверно, мне кажется, саморазвитие должно быть уже даже не саморазвитие, а понятие, что дают вот те же психологи и менторы и так далее. Они должны все таки начать прививаться со школы и начать объясняться со школы какие-то хотя бы, основы, чтобы ребенок, это понимал. Я думаю, что, достаточно много людей, у кого неокрепший ум, неважно, это, наверно, 16 лет, 20, 25 или 45. И это никак не оскорбление или еще что-то, но или принижение каких-то качеств человека. Просто, ну, как бы у человека такая жизнь. Главное, опять же, что если его это устраивает. Но как раз, тему, которую ты затронула, это эмпатия к таким, наверно, людям. И, в данной ситуации это часто бывает очень сложно.
мне кажется. Ты имеешь в виду в ситуации, когда человек работает с кем-то или нет? Или про Нет, что ты? нет, это как раз-таки в коммуникации, я имею в виду, в коммуникации между человеком, который этим не занимается, и Мгм. коммуникация с человеком, который как-то более или менее это проходит. И Мгм. не всегда получается быть эмпатичным, когда человеку пытаешься объяснить, он не понимает, да, там что-то. И ты говоришь, надо бережно относиться к людям, у которых неокрепший ум. Ам, Если этому человеку 45 лет, и у него неокрепший ум. Ну да. Ну, ты знаешь, у меня, когда я говорила и думала про бережные отношения, у меня было, конечно, были мысли, наверное, с точки зрения профессионального отношения к людям, которые обращаются к кому-то, да. Если мы говорим про те же курсы-марафоны, там же, ну, не все курсы-марафона дают, допустим, кураторов и человека, который будет с тобой 24/7 на связи и поможет тебе в тот момент, когда у тебя поднимутся какие-то там тревожные чувства. Вот, как правило, дают какую-то информацию, ты там начинаешь что-то копать в себе, выкапываешь, и у тебя вот это твое говно, оно льется на тебя просто там тонны, и ты не знаешь, что с этим делать, и тебе никто не поможет, да, но с тебя взяли деньги, тебе что-то пообещали, но ты не получил этого результата. Вот, я имела в виду, конечно, про вот это бережное отношение, потому что все заточены на то, чтобы делать деньги. Если мы говорим про отношения с людьми, вопрос, зачем тебе кому-то что-то объяснять в 45, и, ну или неважно, человеку, который не занимается, допустим, саморазвитием, я считаю, что это ну, вообще не нужно тратить свое время и что-то объяснять, потому что, во-первых, тебя не поймут, это первое, а во-вторых, ну, ты потеряешь очень много своей энергии, это такой слив энергии. А бережно, да, это очень правильно. Мне кажется, к людям, к таким тоже надо бережно относиться, потому что они не готовы просто к той информации, которую ну, ты немножко уже познал. Они просто к этому не готовы. Они просто воспримут это, знаешь, так, э, из серии, ну, у нас с тобой, смотри, весь подкаст получился почти без мата. Кстати, Ну, да. из серии, что ты немножечко с того самого, понимаешь? То есть, ну, у тебя что-то явно, там, Ань, ты что-то курнула или вообще не знаю, о чем ты? Что ты вообще несешь? Какая вселенная? Ну, там, понимаешь? Ой, слушай, ну Вот. с этим я сталкивалась, да, и мне как бы тоже говорили там, я не использую в речи в такой прям повседневной там подобные слова, как вселенная, мироздание или еще что-то, но как-то что-то было, и мне сказали там, типа, вообще куку, мироздание. Но как бы тут уже, видишь, идет с одной стороны, окей, они не поймут тебя, это окей, это не проблема, что там, ну, как бы разошлись. Но просто бывают такие ситуации, когда это там какие-то относительно близкие люди, когда ты не можешь человека выкинуть, но при этом эти люди позволяют себе что-то как раз-таки говорить в твою сторону. Вот конкретно там мироздание, ты что там, накурилась чего-то или что с тобой не так? И вот тут как раз-таки включается уже, ну, проработанные, не проработанные, у каждого какие-то все равно эмоциональные моменты бывают разные, да, то есть там реакция тоже может быть разная. И вот тут у меня всегда такой вопрос, что как что делать вообще, насколько можно найти с этим человеком хоть какой-то общий язык? Я думаю, что для того, чтобы функционировать в одной сфере, ну, вот, в одной жизни, потому что так получается, потому что я не тот человек, который выкидывает сразу там друзей, семью или еще что-то, но, точнее, я вообще таким не занимаюсь. И я предпочитаю найти какую-то общий знаменатель, на котором мы сможем общаться экологично, чтобы никто никого не доставал, никто никому ничего не предъявлял. Но, тем не менее, как бы с той стороны обычно нападки идут больше, чем с моей стороны. И вот тут вот я говорю, что вот это бережное отношение, а, как бы тут уже можно выйти на постановку границ. Либо ты говоришь, знаешь Да. что, выход, либо это уже дальше идет какой-то, либо выходит на конфликт, либо, наверное, ну, ты как бы смиряешься с этим, или как это сказать правильно, и думаешь, Ну ну да. ладно.
Как как ну, короче, как есть, так есть, все проехали. Меня это особо не тревожит. То есть, как бы, конечно, но я даже вижу по многим, кто занимается собой и кто, развивает себя, все равно, им не так легко как бы забить на мнение окружающих и полностью не реагировать на него и исходить только из своей точки зрения, взрослого самостоятельного человека. Все равно где-то что-то цепляет, где-то какие-то моменты. И тут уже такое как бы сидишь и ждешь, когда там какой-то человек все-таки может догадается поработать хотя бы с какими-то моментами, чтобы не уходить в конфликт или в агрессию. Ну, здесь не обязательно же, вообще конфликты это неплохо, но здесь не обязательно про конфликты, да, то есть ты правильно все сказала, я с тобой полностью согласна по поводу границ, да, что здесь мы уходим в тему границ, это огромная еще тема, о которой мы можем с тобой поговорить, я прям избегаю маты, вот. Я сейчас подумала о том, что не то, что моя мама, думаю, твоя мама посмотрит этот подкаст, что она подумает, скажет: Аня, не общайся с этой девочкой. Вот, видишь, даже мы не можем отойти от Да, того, что кто что да, о нас думает. да. Ну, то есть это могут быть какие-то относительно безобидные моменты, но тем не менее, потому что вот я как бы точно так же, да, там посмотрит какой-то человек, не то, что они скажут, фу, Аня какая, как бы Аня уже много годиков, Аня сама знает, что делает, но просто сам внешний вид, насколько это влияет на восприятие, и тут у нас уже возникает, что вот, а мы хотим, чтобы нас воспринимали без матов, Ну вот да, так. ну да. Но я думаю, что, в принципе, наверное, тема самопознания и вообще всех этих, она просто настолько огромна и необъятна, что мы можем на эти темы с нашей точки зрения болтать с тобой вообще вечно Да. и, развивать эту вечность. Поэтому мы обязательно продолжим более углубленно эти топики. Ну да, И если тебе будет актуально, если ты захочешь об этом поболтать, то, конечно. Ты же знаешь, что я я, всегда я это очень люблю. Я всегда за, на то у нас и есть попиздеть шоу. Катюш, спасибо. До новых встреч. Я думаю, что мы еще запишем пару тем, которые будут интересны.